после того, как я все пришила к нашей основе, у меня получилась вот такая девочка. Посмотрите на рукавчики. Видите, как красиво смотрится, когда мы пользуем контуры. Это металлические контуры медь для ткани. Я ими даже сделала здесь бусики и поставила точечки. Посмотрите теперь на лицо. Я убрала полностью лицо, которое мы так долго делали. Когда я ее приклеила уже на ткань, она у меня начала распадаться, и моя девочка превратилась в старушку. Поэтому я тут же убрала все и заново нарисовала лицо сама, как смогла, контуром. Вот так у меня получилось. Теперь займемся волосиками. Волосы я решила, значит, делать действительно такими золотыми. Я очень давно делала свой мастер-класс, как делать спиральки. Накручивала их на обычные карандашики и запекала, по-моему, в микроволновке. И решила использовать эти ленточки, скрученные спираль. Получатся волосики кудрявые, что в принципе нам надо. Либо будут прямые, если мы будем использовать обычные ленты, но потом все равно, чтобы их сделать пышные, нам надо будет все равно их накручивать. Поэтому я взяла уже готовые. Кстати, буду использовать вот и золотые, и красные вместе. Они, когда будут вместе, то они будут интереснее смотреться. А ленты с двух сторон распускаются по-разному. С одной стороны плохо, я вот так пыталась и так и не смогла распустить, а с другой стороны хорошо. Вот, я уже начала распускать. Смотрите, чем хороша эта лента, которая уже скручена. Сделать вот такую ленту, в принципе, легко ее смочить, накрутить на карандашик, кончики скотчем как бы зафиксировать и в микроволновку. Это самый лучший вариант. Вот самый-самый лучший вариант это вот такой. Вот, мы просто вытягиваем нить с нашей ленты. Вот она мне сейчас уже, так как она у меня лента скрученная, то ниточка стала идти у меня хуже распускать. Я здесь вот одной рукой просто наматываю вот так вот. Вот так. И тяну, растягиваю ее. Другой рукой я, видите, просто поддерживаю саму ленту. Я сниму накрученную ленточку. Вот здесь обстригу. Вот эту ленточку, которая у нас осталась, вы ее тоже не выкидывайте. Из нее тоже можно как бы делать какие-то детали, либо внутрь класть, либо какой-то декор делать на ткани. Это тоже интересная вещь. Вот что у меня получилось здесь. Смотрите, тут у нас готовые волосы. Видите, локоны. Их можно вот растягивать, делить на пряди. Вот, сильно их. Смотрите, вот я разделила уже на прядки. И вот какие волосики у меня получаются. Смотрите, какая прелесть. А вот там, где у меня ниточка уже не вытягивалась, я опять же нашла эту ниточку и пошла заново. Вот так ее превращать в локоны. И сейчас у нас даже вот с одного небольшого кусочка ленты я сейчас вам покажу, что получилось. Как раз где-то с метра ленты. Вот, я сейчас попробую еще сделать красной ленты. Мне кажется, она будет смотреться очень хорошо. У меня, кстати, крученая есть еще синяя. Можно вполне сделать мальвину. Кстати, грива льва может вполне быть сделана из такой ленты. Уложить где-то так вместе с желтеньким. Смотрите, вот просто даже вытащить их. Вот, посмотрите, как красиво получается. Волосы, они уже не просто золотые, они с переливами. Ну, где-то вот так. То есть вот таким образом можно сделать наши сами волосики, а потом мы их будем уже укладывать на голове. На прическе бантик бы можно было положить, чтобы как бы волосы смотрелись как прическа, да. И я вот нашла после Нового года, у меня вот такой голубой бантик был. И я взяла опять медный контур и сделала вот такой горошек. И он мне очень подходит для прически моей девочки. Таким образом можно использовать даже те материалы, которые вам не подходят, но объединить их каким-то элементом. В данном случае у меня этот объединяющий элемент – это медный контур. Итак, начинаем работать. Теперь беру по маленькому кусочку наших локонов,
раскладываю по голове так, чтобы справа и слева примерно одинаковое количество волос было. Да, предварительно я вдела нитку в иголку, вот, бежевого такого цвета, и начинаем укладывать волосы. Хорошо их уложить, прям их можно в несколько раз свернуть. Походу еще надо немножко мне волос. Тут чуть-чуть красных зачесала, немножечко забралось, но это даже очень хорошо. Давайте я еще немножко возьму красненьких, вот так, и положу где-нибудь вниз. Вниз красненьких, а сверху вот таких золотых. Все, больше красных я не буду трогать, и золото тоже не буду трогать пока. Мне кажется, что вот этого вполне достаточно будет. Итак, начинаем по центру укладывать вот где-то вот отсюда, вот где я здесь вот уже отметила. Вот с этого места пришиваем наши волосы. Вот, нам нужно их пришить, но на расстоянии где-то 2-2,5 сантиметра, не больше, прям полностью все, что есть, а потом мы их будем уже укладывать. Снизу выведу иголочку, снизу выведу ее, ай, цепляется во все. Здесь немножко подхвачу, сделаю узелок, закрепила нитку. Теперь беру мои кудряшки, раскладываю их, придерживаю, и вот по центру собираю их прям вот как можно ближе, вот, и уложу иголочку вниз. Вот, видите, ну, у меня уже держится. Теперь опять вывожу иголочку с той точки, где я начинала, раскладываю все волосы и вывожу их вниз в верхние точечки. Здесь ширина где-то, наверное, сантиметра 1,5, не больше. Вот так. У меня есть еще вот кусочек ленточки. Когда я его начала распускать, у меня ниточка запуталась. И я взяла, просто отрезала кусочек, а потом посмотрела и подумала, так это вот кусочек как раз можно положить и сделать на моей девочке небольшую челочку. Вот смотрите, в принципе, вот здесь можно вот с этой стороны уложить или вот с этой стороны. Наверное, вот, может быть, и даже нет, вот все-таки вот с этой стороны. Мне кажется, так оно будет лучше смотреться. Вот с этой стороны можно взять, опять вывести иголочку сюда по центру. Здесь я специально кусочек вот не обстригала ленты, поэтому я закрепляю эту ленточку, укладываю ее, уступаю где-то миллиметр и вывожу назад. И получается, что я вот эту вот маленькую прядочку такую, я ее вот так закрепила. Все, затягиваю. Вот мои волосы уже на голове. И вот она такая вот лохматушка, мне она так нравится. Девчонки, даже вот без всякой прически, это очень красиво смотрится, могу сказать. Можно прям взять иголочку. Так, сейчас я посмотрю, как будет бантик еще смотреться. У меня бантик вот здесь вверху. Если его поместить, вот практически без ничего. Мы ничего здесь, укладки никакие не делали. Я просто пришила все волосы и вот так вот уложила бантик. Все, вот так девчушка смотрится. Даже вот в таком виде она мне очень-очень нравится. Нет, но все равно волосы нам тут надо будет с вами зафиксировать. То есть иголочку туда-сюда. Итак, посмотрите, какая красотушка у нас получилась. Видите? Я здесь волосы присобрала.
И бантиком открыла вот так вот лицо. Потому что если не открыть лицо, они все, как бы личико не будет видно. Я просто взяла кончики бантика, вот кончики бантика загнала наши кудряшки и пришила их вот здесь. Вот также сохранилась вот эта челочка маленькая, которую мы пришивали. И здесь вот в нескольких местах закрепила наши локоны. То есть они уже теперь никуда не денутся.